Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И я давно обещала выпустить видео вот по этому узору. И все его откладывала, все что-то тут совершенствовала, а все оказалось на самом деле просто. И да, сегодня в этом видео мы свяжем с вами вот такой вот потрясающий узор из веточек, листиков, переплетений. Называйте как хотите. И, естественно, мы будем вязать крючком. Я взяла крючок потолще, это у меня пятерка пряжи, у меня вставлю куда-нибудь ее название и характеристики на экран, но для образца это совершенно не важно. Это, кстати, лицевая сторона образца, а вот она, его изнаночная сторона. Итак, в этом узоре я расскажу вам, как вязать сам узор, как делать повторение. Узор у меня состоит всего из двух рядов. Это только кажется, что здесь так много всего навязано, но на самом деле тут всего два ряда. Как делать повторение в первом ряду, как делать повторение во втором ряду, как затем провязать финишный ряд, чтобы выровнять край этого узора. И вот такая красота должна получиться у нас. Отличный узор, вяжется крючком, достаточно плотный, фактурный, рельефный. Можно его использовать и для шапочек, и для шарфиков. Можно связать снуд, можно берет. Я думаю, что можно, наверное, и какую-нибудь сумку тоже этим узором из шнура, допустим, связать. Также для примера покажу вам вот такой образец. Это полухлопок, полуакрил. Он не совсем ровный. Это были мои эксперименты. Тот же самый узор, те же самые листья. Вот так, наверное, надо на него смотреть лучше. Да. То есть, в принципе, можно и для свитера, и для какого-то плечевого изделия. Все в ваших руках, все в вашей фантазии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Для узора нужно набрать число петель кратное 8 плюс 3 петли для смещения. Итак, я наберу 27 воздушных петель. 27 это 24 кратное 8 и 3 петли смещения. Раз, два, три, четыре. Петли набраны, и вяжется этот узор у меня всего из двух рядов. Но каждый этот ряд будет состоять из множества маленьких укороченных рядочков. То есть вот фактически у меня первый ряд листики идут справа налево, и второй ряд листики идут в обратную сторону. Схему этого узора в PDF-формате с пояснениями можно будет скачать у меня на Бусти. Заглядывайте туда. Итак, первый отрезок первого ряда. Воздушная петля подъема. И я вяжу сейчас по лицевой стороне, значит, делаю обычные петли. Обычные соединительные петли. Вкалываю крючок за дальнюю полупетлю. Делаю раз, в следующую точку. Делаю 2 и в следующую точку 3. Первый отрезок готов. Дальше воздушная петля подъема, поворот. И теперь я вяжу по изнаночной стороне, и здесь будут соединительные петли с накидом. Делаю накид и 3 соединительных петли с накидом. Раз, два, 3. И снова воздушная петля подъема, и снова поворот. Дальше начнется выпуклый элемент листика, но только его половина. Итак, как это делается? Делаю накид на крючке, вкалываю крючок за дальнюю дошку, вывожу петлю и делаю полустолбик с накидом. Раз, в следующую точку столбик без накида, и в следующую точку соединительная петля. Вот получилась половина листика. Дальше нужно перейти на петли нижнего ряда, то есть буду вязать по наборной цепочке опять, но сперва нужно сделать сцепку. Вкалываю крючок вот так в перемычку и в нижний ряд. И делаю одну соединительную петлю, и в следующую точку делаю вторую соединительную петлю. И еще один отрезок на этом готов. Дальше снова воздушная петля подъема, поворот. Вяжу опять соединительные петли с накидом. И здесь делаю 5 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз,
2, 3, 4, 5. Воздушная петля подъема и поворот. Дальше 11 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаем во второе звено от крючка. Раз. Здесь все петли всегда начинаются во второе звено от крючка, и в начале каждого участка делается воздушная петля подъема. Так, 5 соединительных петель я связала. Пятая. Дальше ступенька, значит, нужно сделать сцепку. Делаю сцепку и в нижний ряд. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель по нижнему ряду, 5 плюс 6 будет равно 11. Еще один отрезок готов. Снова воздушная петля подъема, снова поворот и в обратную сторону 6 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Снова воздушная петля подъема и снова поворот. И теперь выпуклый элемент листик. Как он делается? Во второе звено от крючка за дальнюю дужку вкалываю крючок, делаю соединительная петля. Дальше столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. И в нижний ряд нужно сделать еще 2 соединительных петли. Значит, делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку, спускаюсь в нижний ряд. Раз. И в следующую точку 2. И вот готов выпуклый элемент листика. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу соединительные петли с накидом. И в данном случае их будет 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И я оказываюсь у ступеньки. И эта ступенька, вот она, да. Сцепка здесь выйдет на лицевую сторону. Вот здесь вот будет сцепка. Поэтому сцепку делаем чуть-чуть по-другому. Вкалываю крючок в перемычку и в ниточку. Вот так нужно подхватить 2 нитки. Делаю накид на крючке и теперь в нижний ряд. Повожу петлю через все нити на крючке и подтягиваю. Раз, 2. Это 9 и 10. Воздушная петля подъема и поворот. И вот он, листик, готов. И дальше начнется повторение. Все то, что мы будем повторять. Итак, первый элемент повторения — это 16 соединительных петель. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаю сцепку и в нижний ряд. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 готово. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку. И здесь вяжу 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку, соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с, с накидом, соединительная петля, столбик без накида, конечно же, и в последнюю точку соединительная петля. Дальше сцепка, значит, в перемычку и в нижний ряд. И 2 соединительных петли из нижнего ряда. Раз и 2. Воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону 10 соединительных петель с накидом. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сцепка, которая выйдет на лицо, значит, вкалываю крючок в перемычку, в ниточку, подхватываю 2 нити, накид на крючке в нижний ряд, вывожу петлю, подтягиваю 9, 10. И еще делаю воздушную петлю подъема и поворот. И дальше мы повторяем снова и снова эту последовательность. 16 соединительных петель, в обратную сторону 6, затем выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, в обратную сторону 10. Снова 16, 6, выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, 10 петель в обратную сторону и так далее. Здесь у меня уже столько петель не остается. Я вам покажу, как делается завершающий раппорт. Он немножечко будет отличаться от предыдущего, потому что для него здесь просто не хватит места. Итак, во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать обычные соединительные петли и вяжу 16 соединительных петель за дальнюю дужку. Сцепку делаю. Так, 10 провязала, дальше ступенька сцепка. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дальше. Воздушная петля подъема, поворот, в обратную сторону 6 соединительных петель с накидом. Раз, за дальнюю дужку, естественно. 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка делаю соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь мне остается сделать лишь 8 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. Здесь опять ступенька, значит, делаю сцепку, которая выходит на лицо. Вкалываю крючок в 2 ниточки, делаю накид в нижний ряд. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. И вяжу обычные соединительные петли уже до конца ряда. Их будет 8. Начинаю во второе звено от крючка. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И на этом я могу сказать, что первый ряд этого узора готов. Вот такие вот листики получаются у меня.
То есть первый ряд у меня вяжется полностью вот от этого края, от правого края до левого края. И дальше я начинаю вязать второй ряд. Здесь будет все наоборот. Он будет вязаться от левого края полностью до правого края. Итак, следующий ряд, второй. Воздушная петля подъема, поворот, и здесь вяжу 5 соединительных петель с накидом. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону снова 5 соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, и в последнюю точку 5. Снова воздушная петля подъема, снова поворот, и теперь только 3 соединительных петли с накидом за дальнюю дужку. Раз, два, 3. Воздушная петля подъема, поворот, и в этом месте я делаю лишь половину листика. Итак, во второе звено от крючка вкалываю крючок, соединительная петля, столбик без накида и полустолбик с накидом. Воздушная петля подъема и поворот. И дальше смотрите, сколько у меня будет сейчас ступенек по краю. Я делаю 13 соединительных петель с накидом. Все ступеньки, которые встретятся у меня на пути, я вяжу со сцепкой. Воздушную петлю сделала, делаю накид во второе звено от крючка и считаю. Раз, два, три. Сцепка, которая выйдет на лицо. 4, 5. Опять сцепка, которая выйдет на лицо. Так, накид в нижний ряд. 6, 7, 8. Снова сцепка, которая выйдет на лицо. 9, 10, 11, 12, 13. Воздушная петля подъема и поворот. Дальше 10 соединительных петель за дальнюю дужку. Обычно. Во второе звено начинаю от крючка. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону делаю 8 соединительных петель с накидом. Накид на крючке. Во второе звено за дальнюю дужку вкалываю крючок. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше выпуклый элемент листик. Он будет точно такой же, как в предыдущем ряду. Во второе звено крючка вкалываю крючок, делаю раз, соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. Вот, выпуклый элемент листика готов. И дальше пойдет повторение, пойдет раппорт, который будет повторяться целиком до самого края. Воздушная петля подъема, поворот, и здесь делаю 16 соединительных петель с накидом. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Сцепка, которая выйдет на лицо.
7, 8, сцепка, 9, 10, 11, опять сцепка, 12, 13, 14, 15, 16. Воздушная петля подъема, поворот, 10 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидом. Делаю накид во второе звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот и выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка начинаю соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. И вот на этом раппорт готов. То есть дальше, если у вас снова длинное полотно, допустим, вы вяжете шарф, снова 16 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку, 10 обычных соединительных петель, 8 соединительных петель с накидом и выпуклый элемент листика. Снова 16, 10, 8, выпуклый элемент листика. И так далее. 16, 10, 8, выпуклый элемент листика. Я же дальше свяжу последний раппорт, и он, как всегда, будет немножечко чуть-чуть отличаться от всех остальных, ну потому что просто он здесь уже не умещается. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, второе звено от крючка. Я вяжу соединительные петли с накидом, и их здесь снова будет 16. Так, 5, 6. Опять вкалываю крючок в ниточку в перемычку, делаю сцепку и в нижний ряд. 7, 8, опять в ниточку в перемычку и в нижний ряд. 9, 10, 11, в ниточку в перемычку, накид на крючке, в нижний ряд. 12, 13, 14. Нет, здесь, видите, здесь остается место только для 14 соединительных петель. Я оговорилась, не 16, делаем 14. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 8 соединительных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу снова 8 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, и здесь будет выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, делаю соединительная петля, столбик без накида, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петля. Воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону делаю 6 соединительных петель с накидом. Раз, два,
3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И на этом второй ряд закончен. Он прошел у меня вот от этого, от левого края до правого края. Видите? Сейчас этот ряд вот такой вот неровный. Дальше, для того, чтобы связать вот такой образец, да, мы просто перематываем видео к началу первого ряда, не к наборному краю, к началу первого ряда, и начинаем вязать все заново. Первый ряд, второй ряд, опять первый ряд, второй ряд. В данном образце у меня связано 3 раппорта в высоту. Я же вам покажу 4, 5, 6. Встречаю с первой ступенькой, значит, делаю обыкновенную сцепку. В перемычку в нижний ряд. 7, 8. Снова ступенька, значит, снова делаю сцепку. 9, 10. Ну и работаю так до конца ряда. Я смыкаю все вот эти вот ступеньки, делаю сцепку, и таким образом край вот этот выравнивается. Для контроля себя здесь должно получиться ровно то число соединительных петель, которое мы набирали в начале в качестве цепочки из воздушных петель. Если у вас эти числа разошлись, то значит где-то ошибка. Вот, связала я закрывающий ряд, и смотрите, вот такой вот элемент получился у меня. Один раппорт из такой веточки с листиками. И вот в 3 раппорта тот же самый узор, да, вот так, наверное, на него лучше смотреть. Можно связать и митинги, можно, наверное, и на носочках как-то эту веточку использовать. Можно сделать и снуд, шарфик, шапку, беретик. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Напоминаю, что текстовое описание и схема, графическая схема в PDF-формате будут у меня на Бусти. Напоминаю также, что у меня множество подобных узоров на моем канале в этой технике бриош крючком. И ко всем этим узорам у меня тоже есть схема на Бусти, тоже заглядывайте туда. Заранее спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если что-то было непонятно. Спасибо за внимание. Пока-пока.